Вы еще боитесь паять банки? Значит, мы уже идем к вам. Закончил я лудить банки под сборку новой супербатареи на Samsung 50S. И, в принципе, я вам скажу, 113 банок, это 226 полюсов, уложился я все за один день. Что мне понадобилось из инструментов? Сейчас вы видите на экране. Флюс RMA 318. Ну, за 3 года наклейка уже сдерлась. Сори. Да, дорого. 20 баксов банка, но ее хватает лет на 5. И нет никаких компромиссов по качеству работы. Припой F-Tectica 63х37. Кайна 1 мм. Шикарно им работать. Совковый паяльник 60 Вт с медными жалами. 40-ку пробовал, маловато. Плюсы греются нормально, а вот минусу банки разогреть уже очень сложно. Изоприловый спирт для очистки флюсом после пайки. Ну вот, вроде бы и все инструменты, которые мне потребовались. Ах да, забыл. Электричество и мои золотые ручки. Значит, наиболее частые страхи, о которых мне говорят, перегрев банок. Ребята, если у вас нормальный флюс и руки растут не из жопы, вы банку никак не сможете перегреть. Я лудил вот эти банки 21700. Они в руках даже не нагревались. То есть я специально без перчаток работал, чтобы отслеживать температуру. Я банку ложил в стойку, и она еще практически холодная. Ну, естественно, я не дрочу банку от и до. Я ее чуть-чуть пролудил и поставил вот так вот в стойку. Здесь 112 штук. И потом по циклу, да, повторяю следующие проходы. То есть я не мучаю одну банку до бесконечности. По поводу проходов в цикле. Не старайтесь все сделать с первого прохода. Так не получается. Вот это Samsung 50S. Здесь плюсы залудились вообще идеально. В 2 прохода. Первый проход — это создание насечек под флюсом, жалом, да, как бы легкое лужение. И второй проход — это наложение уже основного слоя олова для того, чтобы потом насадить на него ленту. Вот взял первую случайную попавшуюся банку. Как видите, ничего не перегрелось. Изоляционный пластиковый плюс в норме. Все шикарно. Та же самая случайная первая попавшаяся банка со стороны минуса. Здесь в 2 прохода не получается, получилось 3. Значит, первый проход — это создание насечек под флюсом с небольшим количеством олова. Второй проход — это уже расширение в диаметре всего этого дела, тоже как бы создание доп. Насечек и добавление флюса. И третий проход — это уже наложение капли олова для того, чтобы был запас по схватке с медной лентой. Развернул вам весь блок со стороны плюса, чтобы вы могли посмотреть на результаты работы. Сейчас все банки пролужены в 5 проходов и с 2 сторон очищены от флюсов. То есть вот это вот время, один рабочий день, это еще с очисткой от флюса. То есть это потолок. Один день работы. 113 банок. Естественно, банки перед работой надо разрядить. Я думаю, что вы не дураки, мне это не надо лишний раз вам объяснять. Я разряжал банки, работал с ними, лудил при напряжении 3,3 вольта. Не работайте дешевым флюсом, не работайте каким-то другим припоем, кроме Эктевтики. И самое главное, не торопитесь и не старайтесь все сделать за один проход. Так не бывает. Ничего с этого хорошего не получится. Если не будете торопиться, а все будете планомерно делать, то все будет тип-топ.
Если мы говорим про разовую сборку батареи, то потратить день на лужение полюсов, ну, это не так уж и много. Тем более я лудил уже не один тип банок, вот эти вот 50S, они лудятся вообще великолепно. По сравнению с порнослониками, те залуживать значительно сложнее. При этом на выходе мы получаем массу преимуществ при сборке паянным соединением. Первое преимущество. Вам не надо покупать дорогую сварку за 200-300 баксов. Потом вам не надо ебать себе мозги с ее ремонтом. Это первое. И второе. Самое главное. Значит, третье. Огромная площадь соединения с лентой. Где-то 50 квадратов. Это только на плюсе, а на минусе еще больше. Это огромная пропускная способность медной ленты по сравнению с никелем и с железом. И не надо, опять же таки, ебать себе мозги с тем, чтобы покупать какой-то композит и как-то его дрочить сваркой, там выставлять какие-то настройки, искать, да, и так далее. Это четвертое. Пятое. И тоже громадный плюс – это то, что пайка – это разборное соединение. То есть, если вам надо заменить одну банку, ремонтировать батарею, вы ленту отогрели, новую банку поставили и все это залепили обратно. Ну, со сваркой оно нахуй рядом даже не стояло. Завершаем этот ролик и подводим итоги. Первое. Я доволен результатами сегодняшней работы. Второе. Ни разу не жалею на то, что забил хуй на свою сгоревшую точечную сварку и не продолжал ебаться с ее ремонтом. И третье. Для разовой работы, для сборки батареи под себя, да, паяльника, припоя и флюса с головой достаточно. Не надо искать от хорошего лучшего, и нужно работать тем, что есть. И в личных целях, да, ну, если мы не говорим про потоковую работу, паяльник и олово – это самый оптимальный вариант для сборки батареи в свой электротранспорт. С вами сегодня, как всегда, был Андрей. Всех обнимаю. Спасибо за просмотр. Пока-пока.